Друзья, всем привет! С вами снова Андрей, и мы продолжаем изучать русский язык на канале Русториес. Сегодня рассказ про популярный, но опасный вид спорта. Итак, поехали! Я никогда не катался ни на лыжах, ни на сноуборде. Конечно, в детстве я пытался ходить на старых беговых лыжах, которые принадлежали моему деду. Но это было так давно, что я уже не помню ни единой детали. Когда пришло время выбирать между сноубордом и лыжами, я обратился за советом к другу. На лыжах, убеждал меня мой друг, у тебя обязательно разъедутся ноги. Последствия могут быть очень трагичными. Друг при этом загадочно улыбался и хмыкал. Не думаю, что ноги разъедутся был основным аргументом против лыж. Но я все-таки решил не рисковать. Итак, решено. Для обучения мне нужен сноуборд. Покупать его не было смысла, поэтому я взял его в аренду. Доска на 2 недели обошлась мне примерно в 120 франков. Я принципиально решил учиться сам, без лыжной школы и учителей. Я говорил себе, что я не казак, а может быть, я просто не хотел тратить деньги, но скорее первое. И вот, рано утром я пришел на трассу для детей-новичков. К счастью, там никого не было. Я надел сноуборд и начал пробовать. Сначала мне казалось, что этот кусок фанеры совсем неуправляемый. Поэтому первые 2 часа сноуборд сам определял наш маршрут. Конечно, перед этим я посмотрел не одно видео на YouTube. Я читал статьи и внимательно наблюдал за другими сноубордистами. Но читать и смотреть – это одно, а ехать по снегу на доске – другое. Конечно, без падений не обошлось. Падать получается либо вперед, либо назад. И поэтому больше всего страдает попа. Потом колени и руки. Нужно запастись терпением, а иначе, что я, не казак? Утро следующего дня – это боль. Подлая боль пробирает все тело, мышцы, копчик, все. Кстати, копчик в английском называется очень странным словом «коксекс». Это слово происходит из древнегреческого, в котором оно значило кукушку. Кто-то из древних греков при описании копчика заключил, что он похож на кукушку. С тех пор так его и называют. Так как слово не исконно английское, у него появился разговорный вариант tailbone, буквально хвостовая кость, а coccyx обычно используется только как медицинский термин. Эту информацию про копчик мне пришлось узнать, так как из-за боли я даже хотел идти к врачу. Я был уверен, что сломал себе этот чертов копчик.
Но в итоге к врачу я не пошел, а вместо этого целый день лежал и стонал. На третий день я пошел на трассу с подъемником. Это лыжная и сноубордистская школа. Мне повезло. Там как раз проходили занятия для новичков. Я стоял чуть в стороне и пытался запомнить, что делают ребята со школы. Шли дни, и я чувствовал себя все более уверенно. Падения происходили в основном от того, что передний возле пальцев ног и задний возле пяток край доски зарывается в снег. Это называется словить кант. Самое неприятное — словить задний кант, когда ты поворачиваешь. Я один раз даже сильно пожалел, что не одел шлем. Но время шло, методом проб и ошибок я начал понимать нюансы. Все чаще мне удавалось ездить без падений, спокойно перемещаясь с одной стороны трассы на другую. И тут мой друг, тот, что рассказывал мне про ужасы про горные лыжи, предложил поехать на взрослую горку. Мой внутренний голос подсказывал мне, что это не самая хорошая идея. Было пасмурно и видимость была плохая. Но нам через 2 дня нужно было уезжать. И я подумал, что я не так часто бываю в Альпах. И согласился. Едем. Билет в один конец стоил 5 франков. Наверху было очень красиво. Но из-за того, что погода была пасмурной, мне трудно было рассмотреть трассу. Все было белым. И вот я поехал. Скорость набиралась очень быстро. К таким скоростям я еще не привык, и поэтому часто тормозил. При торможении снег попал в лицо и на очки, растаял и почти сразу же замерз, поэтому мне пришлось их снять. Небо было почти такое же белое, как и снег. Плюс, когда снимаешь очки, все кажется на порядок ярче, а ехать еще около километра. В общем, это был ад, ребята. Но до конца я все же добрался, и даже без травм. Вот так я научился кататься на сноуборде. Что я, не казак, что ли? Друзья, вот такой рассказ. А у меня на сегодня все. Спасибо, что смотрели это видео. Огромной вам удачи и пока!